Новая версия преподнесла по-настоящему безумные подробности. Эон радости заражен ненасытностью, а Ораборос была побеждена Клипотом и Ахой. Нам раскрыли свежий лор об Асате, также мы обсудим отца Химико и Кутибу, а заодно проанализируем цели Желаны в грядущем обновлении. Кроме того, разберем новый трейлер и официальную информацию от разработчиков. И, наконец, посмотрим, как проявит себя Серебряный Волк, эманатор радости и главная звезда патча. Обновление 4.1 принесло массу новой информации. Это не только привычные книги и записки или основной сюжет, но и свежий режим виртуальной вселенной, где фокус смещен на путь радости. Жемчуг и Скрюлом заключили взаимовыгодное соглашение. Сразу стоит оговориться, что сюжет этой виртуалки построен на притчах и метафорах, а ряд лора из привычных уравнений несет в себе графоманию и метафоры сотого уровня. Разберем самые основные, которые удалось перевести на человеческий язык. Новый раздел – это басни скорбящих актеров. С самого начала истории двумерней нам говорили легенду о восьмерке, что собралась под фонтаной делиться преданиями, желая заполучить милость бога смеха. В образах этой восьмерки заключены уже знакомые нам персонажи, те самые, что сейчас в текущем сюжете являются просителями, участвуя в играх. Для начала вспомним основу двумернии. Здесь за всем стоит сила желания, способная менять привычные устои и творить настоящие чудеса. Правда, воплотить желание без капризов бога смеха куда проще через Hornybox. Это удобный сервис, где донат в ХСР всегда по самым выгодным ценам, куда ниже, чем в игре. Пополнение происходит по UID с моментальной доставкой на аккаунт, а главное, никаких скрытых комиссий и переплат. Все прозрачно и абсолютно безопасно. В случае чего, техподдержка всегда на связи. Но не одним Ханкаем едины. На сайте множество других популярных тайтлов. От Геншина до Вувы, от быстрого пополнения Steam до подписок на разные сервисы. Под любой ваш запрос найдется лучшее решение. Ссылки на Hornybox находятся в описании под видео. Переходите. Первый из актеров басен – Воскресенье. В его истории слезы радости превращаются в драгоценные камни. Однако люди в той басне так гнались за богатством, что разучились искренне улыбаться. Сам Воскресенье однажды посмеялся над попрошайкой, который был еще беднее, и в итоге раскаялся. Он ищет мир, где счастье одного не строится на несчастье другого, а улыбки могут быть вечными. Это, очевидно, перекликается с лором настоящего Воскресенья, который желал воссоздать рай на земле, а сейчас в двумернии хочет постичь эту утопию радости. Дальше Эшвейл. В его истории он отправился на охоту за Великим Волком вместе с лучшим другом. В темноте герой набросился на монстра и начал его пожирать, а когда зажег факел, понял, что есть своего товарища. От волка осталась лишь тень, которая сначала поглотила друга Эшвейла, а затем ее перенял и сам Эшвейл. Собственно, здесь очевидная аллюзия на тень ненасытности, запечатанную в его руке, которую он порой кормит. Дальше на очереди не проситель игры фонтаны, а гостья, прибывшая на родину, некая женщина в черном. Учитывая контекст возвращения домой, речь наверняка идет о Химико. В самой басне изначально она гостья из мира Вечной Тьмы, где все ели друг друга. А в ее истории, судя по всему, даже есть отсылка на Звездный экспресс. Она увидела вспышку света, благодаря ей очаровалась миром извне и сбежала к людям. Но за побег героиню прокляли, половину души украли, а дорогу домой стерли из памяти. Это явно отсылает к проклятию выветривания, которым страдает род Химико. Только вот, судя по басне, оно случилось в контексте утраты половины души и потери части памяти. К слову говоря, любопытно, что Химико здесь предстает как женщина в черном. Черный вовсе не тот цвет, в котором мы привыкли ее видеть. Возможно, это намек на будущий дизайн новой Химико, где будут преобладать именно темные тона. А вот здесь сейчас очень внимательно. В баснях и виртуалке нам фактически раскрыли историю зарождения самой двумернии и дали лор-дроп о вероятной битве Клипота и Ахи против Ораборос, Эона ненасытности. Начнем по порядку. Из сюжета 4.1 мы узнали, что древо во дворе фонтана является древом изобилия, а сама Эванесса – его воплощение. Плюс под двумерней скрывается существо, явно связанное с ненасытностью. Исходя из рассказов басен, а также отдельного уравнения, можно вывести идейную хронологию. Как мы помним, после войны с Эоном распространения, Ораборос попросту пропала неизвестно куда. Сам Тайзеронт, к слову, тоже упоминается в баснях. Так вот, судя по всему, Клипот и Аха объединились, чтобы дать отпор Ораборос. В баснях повествуется о неком стоглавом змее, чей яд разъедал землю. Янтарный рыцарь – очевидная аллюзия на Клипота, повелителя янтаря, и лунный рыцарь, видимо, Аха, вместе выступили против змея. Однако останки врага пронзили лунного рыцаря, и тот фактически заразился ядом. В баснях подчеркивается, что безумие рыцаря со временем лишь усиливалось.
Многие пытались его исцелить, но ничего не помогало, пока не появился загадочный корабль из пончиков и мороженого. Честно сказать, единственная догадка, на что намекает метафора с кораблем, это сами игры фонтаны и ту радость и смех, что они дарят. В тексте подчеркивается, что именно веселье помогло лунному рыцарю, и теперь он время от времени громко смеется. А вот дальше, если наша хронология верна, Аха взял цветок изобилия и посадил его на этой земле, зажег фонтану и благословил мир, пролив слезу. То есть двумернее — это не просто каприз радости, а буквально печать, которая держит Ураборос под замком. Более того, Эванесса из басни рассказывает, что когда она открыла глаза после сна, цветок стал древом, а сама она вышла из лунного света. Это метафора того, как выросло полноценное древо изобилия, а Эванесса, как его воплощение, обрела физическое тело. В сюжете 4.1 она как раз рассказала, что ее оболочку создал некий Эон. Вот и выходит, что басни предельно подтверждают уже известный лор становления двумерней, приоткрывая главную суть и лор-дроп планеты. Это также сходится и с обновленной базой данных, согласно которой в существовании фантазмов задействована не только радость, но и изобилие, которое почему-то чаще всего игнорируют, и что сами фантазмы существовали испокон веков. Но теперь разовьем эту идею еще дальше. Что если игры фонтаны — это именно то, что удерживает Аху от помутнения рассудка и яда змея? В сюжете 4.1 мы видели ненасытность и радость как слияние при зове эго первопроходцу, где оставалось лишь безумное инстинктивное стремление к удовольствию. В одной из книжек задается вопрос, куда уходит сила желания, аккумулированная за игры. Предполагается, что она уходит на создание и поддержание новых масок радости для участников. Но что если она уходит на поддержание рассудка Ахи? Вспоминаем информацию из басни. Корабль с пирожными и смех стал спасением для отравленного ядом лунного рыцаря. Эта идея также проясняет, почему фонтана стала полной всего через 15 лет. Еще на самом анонсе двумерней подчеркнули, что это необычно быстро. И развивая мысль дальше, становится понятно, почему Аха решил оставить свой трон Эона Радости. Это не просто каприз. Он, видимо, ощущает, что яд поглощает его, поэтому решил передать всю силу и создать нового Эона Радости. В таком случае Аха предстает этаким спасителем вселенной, который не только сдерживает древнее зло, но и в критический момент уходит в отставку. У этой идеи со спасителем Ахой даже есть подтверждение. Вспомним лор прошлой планеты. Амфареус являлся не только симуляцией и прихотью Ликурга. В своей сути это была сама вселенная в миниатюре, а Златиусы там симулировали пути эонов. Поэтому мы спокойно можем проецировать идейную суть сюжета Амфареуса на реальный мир вселенной игры, с поправкой, конечно, на возможную недосказанность. В истории Амфареуса Цифер, симуляция пути радости, фактически была той самой спасительницей, на которой держалось абсолютно все. Именно ее тысячелетняя ложь, в которую поверил обычный люд, и позволила так долго продержаться миру. Сама же Цифер пожертвовала собой и в итоге погибла. Если посмотреть на ситуацию с этой стороны, то ко всему вышесказанному добавляется новый слой пруфов. Но зачем вообще Ахе и Клипоту сражаться против Ураборос? Здесь все просто. Эон ненасытности – одна из главных угроз. Напомним, что война Ураборос и Тейзеронта в свое время охватила 2/3 всей вселенной. Вот и объяснение, почему и куда исчезла пожирательница миров. За Ураборос взялись всерьез Клипот вместе с Ахой. А что же касается яда змеи из басен, здесь тоже есть дополнительное подтверждение. В одной из лорных книг, опять-таки в виде басни, повествуется о том, как Аха вкусил плоть Ураборос и сошел с ума. Та в ответ откусила ему голову. С тех пор Эон Радости не мог принимать пищу и был обречен вечно вспоминать бесподобный вкус, сгорая от ненасытного желания вновь его ощутить. Конечно, это всего лишь догадки и теория. Разработчики всегда могут вывести подобные метафоры и притчи во что-то иное, как им удобно. Но догадка вполне себе выглядит цельной и органично вписывается в историю. Пишите, что думаете в комментариях. Дополнительно стоит отметить еще один момент. В двумерней, ну уж точно, с гарантией в 99,9% находится существо ненасытности. Ураборос ли это или просто Левиафан, наверняка непонятно. С точки зрения глобальности лора, гораздо целесообразнее ввести самого Эона ненасытности, чем просто какого-то рандомного монстра. Это подчеркивается рядом уравнений со змеей, желающей всех поглотить, а также текстом про замкнутые начало и конец на локации этого создания. Очевидная метафора на пожирающего самого себя змея Урабороса. При этом в записках о плавающем жире речь шла будто просто об охоте на левиафанов, на одном из которых как раз и была построена двумерняя. Текст этой записки вы видите на экране. Стоит вспомнить миссию Эшвейла по поиску пропавшего Эона из трейлера «Тысячи звезд», сюжетную линию которой еще не появилась в игре, а также старых знакомых Жуань Мэй и Стивена Ллойда, изучающих ненасытность и левиафанов.
Если в двумерии действительно скрыто порождение этого пути, это объясняет, почему и зачем они объявятся в сюжете. К слову, не отходя далеко от общества гениев, вспомним и о Герте. Она начала продвигать практическое применение мнимого пульса. Напомним, что мнимый пульс – это в своей сути ядерное оружие космического масштаба, созданное Чадвиком, иным гением из общества. Более того, вы можете узнать об этом из ролика Синга, отдельного видео с хорошим пересказом квестовой цепочки. Побудило же Герту на такой шаг ускорение темпов разрушения, поэтому она тоже ищет эффективные методы борьбы с армией Нанука. Ждем катсцену, где Герта зарядит космической ядеркой по легиону антиматерии. Заканчивая тему с баснями виртуалки, у нас здесь еще есть рассказы Серебряного Волка и Искры. В истории Волка повествуется о ее вечных победах и мастерском расчете в шахматах. Как итог, некая владелица труппы актеров пригласила ее поиграть с эонами. Это опять-таки метафора реального пути героини и ее вступления в ряды охотников за стелларонами. В сюжете Искры, если очень кратко, поднимается привычная для нее тема – маски и грани характера. Она запуталась, кто из ее образов настоящий, а кто лишь роль. И что сама роль сумела воплотиться лишь потому, что в нее верили. В баснях упоминается также и проситель Эрудроид, но свою историю она пока не поведала. Этим персонажем, очевидно, является Жемчуг. Она, к слову, упоминает, что владелица труппы задолжала ей 10 тысяч кредитов. Сама же личность этой хозяйки на данный момент не ясна. Из-за слов Жемчуга Долги идейно кажется, что это может быть не Гелюкса. Она тоже творец, бывший скорбящий актер, и именно она использовала табельный номер Жемчуг в версии 4.1, из-за чего у той списалась круглая сумма. Но при этом владелица труппы пригласила Волка отправиться играть с эонами, а это уже прямая метафора на Кафку и ее приглашение к Волку. Как оно обстоит на деле, непонятно. Свои догадки можете написать в комментариях. О личности Нигелюксы поговорим немного позже. А вот кого стоит вспомнить сейчас, так это главного антагониста версии 4X – Асата Прамада, уничтожителя радости. Вспомним базу. В истории двумернии существует эпоха пепла. Так называют исторический промежуток, когда двумерния подверглась атаке легиона антиматерии. Время, когда планета еще называлась Бензайтенгоку и не была запечатана в картину. Так вот, исходя из новой информации, тогдашним предводителем нападения был Асат собственной персоной. В уравнении «Владыка демонов извне» он напрямую обращается к первопроходцу, замечая «еще немного», и тот продвинется по пути разрушения. Имеется в виду в виртуальной вселенной. Так далеко, что Асату даже станет неловко. Ведь тогда в прошлом он проиграл. 8 просителей объединились и дали отпор. Асата нарочито подчеркивает, что в каждой истории неизменно есть тот самый демон и герой, который обязательно его одолеет, а затем предлагает сыграть партейку. Это отсылка на его амплуа гроссмейстера. Асата прозвали шахматистом за любовь действовать из-за кулис, страсть к сложным расчетам и жестоким издевательствам над смехом и улыбками. Более того, в этом уравнении он рассказывает, что в его руках цивилизация была словно шарик в пинболе. В трейлере «1000 звезд» мы как раз видели, как некое существо, не то Аха, не то Асат, играет с фонтаной, словно с тем самым шариком. Что же касается того, почему у него вместо головы рука, видимо, в той битве ее попросту отрубили. В описании иного уравнения подчеркивается, что просители неизменно лишат его головы за совершенные деяния и причиненные страдания. Так что самому Асату как минимум 10 янтарных эр, ведь именно тогда Графия, предок Химико, запечатала мир в картину, спасая двумернию. Не уходя далеко от лордов-опустошителей, выскажем весьма смелую теорию. На двумернии их двое. Действует не только Асат Прамад, но и Фантилия. В версии 4.1 разработчики через март уже намекнули на нее, прямо упомянув в диалоге. А что касается внутриигровых предметов, то в игре можно найти книгу-фанфик под названием «Фантилия за соседней партой», которая как бы явно намекает на ее присутствие. Метафора и символизм соседней парты очевидны. Более того, в недавнем китайском эксклюзивном ролике с Билибили от разработчиков на 1 апреля, танцующей с Асатом на двумерней, внезапно оказалась именно Фантилия. Это, конечно, предельный уровень СПГС, но что если в этом шуточном видео нам буквально в лицо показали? Смотрите, на двумерней их двое. Ведь если так подумать, почему показали Асата, понятно, он главный антагонист сюжета радости, а вот Фантилия фактически действовала лишь в патчах первой версии и истории Сяньчжоу. С точки зрения повествования, ввод сразу 2 опустошителей значительно поднимает ставки, учитывая, что для Фантилии здесь найдется свой интерес – древо изобилия двумерней. В сюжете подчеркнули, если бы ее в прошлый раз не сумели вовремя остановить, то ее навсегда стало бы невозможно уничтожить. Да и методы Асата и Фантилии предельно хорошо сочетаются друг с другом.
Первый – шахматист, дарующий ужасные шутки, а вторая стремится уничтожить цивилизацию изнутри, чтобы люди погубили сами себя. И здесь сразу вспоминается Желанна и ее секта счастья. Желанна – медиамагнат и выжившая в резне кровавых игр. Но ее ассоциация счастливых улыбок – это чистой воды культ изобилия. В прошлых роликах мы верно вывели, что именно она станет антагонистом начальной главы, но ошиблись с путем. Вместо ненасытности медиамагнат использует изобилие. Уже в следующем патче нас ждет прямая конфронтация с ней и ее приспешниками. Суть в том, что злодейка попытается заразить Фонтану или захватить контроль над ней, ведь этот источник – средоточие силы желания. Прежде мы предполагали, что захват осуществит Эшвейл из-за символизма волка, но прогадали, он оказался полноценным союзником. Также была мысль, что антагонистка задействует вирус счастья, превращая жителей Двумернии в уродцев радости. Но что если совместить эти догадки? Скверно будет исходить от самой Фонтаны, которую культистам удастся отравить. И этому есть подтверждение. В безумной эйфории фанатики прямо заявили, что хотят осчастливить источник, чтобы тот вечно улыбался. Вот и причина, по которой с их организацией предстоит решающая битва. Стрим разработчиков подтвердил. В версии 4.2 нас ждет кульминация безумия Желанны. Она окончательно теряет рассудок. Теперь мы точно знаем, что загадочная маска Ктулху принадлежит именно ей. Медиамагнат вызывает первопроходца на прямые дебаты за будущее планеты, и на ее стороне колоссальное влияние и слепая вера толпы. Против нее выступят почти все остальные просители. Интереснейшим дуэтом патча станут Блейд и Даньхэн, вынужденные действовать как напарники. Охотник за стелларонами станет идеальным оружием против культа, так как останки Шуху в его теле способны за милю чувствовать скверну, которая заражает город. Однако проблемы с этим путем на Двумернии появились гораздо раньше. Прыгаем на 15 лет назад к кровавым играм и истории Вестника Смерти. Согласно официальному досье КММ, этим убийцем был Маркус Антали, ученый из гильдии эрудитов. Он якобы сошел с ума во время опытов по регенерации клеток. Судя по всему, эти исследования включали в себя технологию изобилия, которой он и заразился. В файле описывается, что Антали перестал быть человеком и превратился в уродливое существо. Видимо, именно так на него повлиял этот путь. Что самое интересное, Химико сказала, что она остановила его 15 лет назад. Но городская легенда гласит, что с неба спустилась огромная светящаяся рука, механический колосс, который просто раздавил Вестника. Причем этот момент акцентируется дважды. Прежде такой файл был в версии 4.0, а сейчас его содержание вновь повторили. Что это за рука и меха, непонятно, идей буквально нет. И, наконец, переходим к самой мякотке – Химико, которой сейчас приковано наибольшее внимание. Разработчики, конечно, свели ее смерть к шутке, но идейно фактически ничего не изменилось. Теперь в лоре фигурирует некое проклятие выветривания и догадки о том, как героиня смогла его одолеть. Напомним, проклятие выветривания – это плата Графии, предка Химико, за спасение мира. Представители рода иссыхают и со временем сходят с ума. Исцелиться от него не удалось почти никому, за исключением одной из женщин в роду и самой Химико. Наш навигатор утверждает, что излечилась благодаря играм Фонтаны, но как именно, пока не раскрывает. А вот другой случай куда интереснее. Одна из представительниц рода умудрилась спастись от проклятия ценой жизни обычных людей. В буквальном смысле она начала убивать, воссоздав монстров эпохи пепла с помощью фантазмоделия. Механика процесса не объясняется, но, видимо, платой за исцеление становились жертвы, чью жизненную силу она поглощала. В файле указано, что о таком способе ей нашептал некий демон. В итоге безумную женщину одолел ее собственный отец, погибнув вместе с ней. Тогда пало множество невинных, древние предания были уничтожены, а само имя убийцы стало клеймом позора для всего рода. Рюсуке, отец Химико, перепробовал массу способов, но так и не сумел найти лекарства. В тексте подчеркивается, источник проклятия до сих пор не обнаружен, и поиски ответов продолжаются. Что же касается самого поступка Графии и того, как могла излечиться Химико, сейчас на первый план выходит теория о Стеллароне, умеющем исполнять желания искаженным образом. Нам уже намекнули, что он обязательно есть на Двумернии, да и пока ни один мир не обходился без него. Существует версия, что прародительница Графии не просто запечатала мир благодаря победе в играх Фонтана и Силе Радости, а задействовала Стелларон. Нечто подобное мы видели на Ярила-6, когда Верховная Хранительница обратилась к нему, дабы спасти планету. В таком случае проклятие рода возникло именно как побочный эффект сделки с опухолью всех миров. Есть и иная догадка, что сама Химико использовала Стелларон, чтобы исцелиться. Вспомним басню о том, что она утратила часть души и воспоминаний. Это вполне в его духе. С Химико сейчас связано слишком много загадок, так что ждем масштабных сюжетных откровений. К слову, обязательно гляньте прошлый ролик, где мы пытались разъяснить идейные противоречия в истории починки ею экспресса.
Напоследок поговорим о подозрительных личностях. Самый сомнительный персонаж здесь – Рюсуке, отец Химико. Он утверждает, что воссоздал комнату резни Вестника с помощью фантазмоделия, когда искал способ исцеления. Если объяснять мотивацию, то это, видимо, плод чувства вины за гибель дочери. Но вот в чем странность. Как обычный художник, который якобы вечно был в разъездах, смог воссоздать в Академии место преступления до мельчайших подробностей? Он знает детали резни вплоть до того, что Желана в тот день была дежурной, хотя официально все было засекречено КММ. При этом он сам заявляет, что не знал никаких подробностей именно по причине секретности. Более того, Химико решила, что кто-то намеренно воссоздал эту комнату, чтобы над ней поиздеваться. А когда она закрылась в сюжете версии 4.0, внутри были слышны чьи-то шаги. Аккуратные, будто кто-то ступает прямо по краске. Словно художник по своему холсту. Отдельного внимания стоит его пугающая, чрезмерная любовь к дочери. На это обращает внимание даже первопроходец в диалогах. А в одном из файлов и вовсе говорится, что Рюсуке начал проецировать чувства к умершей жене на Химико. Он настолько фанатеет, что скупил абсолютно весь мерч с дочерью, не оставив остальным ни шанса. Не списываем Рюсуке со счетов потенциального злодея. Не стоит доверять и Кутибе. В новом патче разработчики, прибегнув к мета-иронии над детективными клише, пояснили – она уже явно не вестник. Сценаристы использовали классические аргументы в духе «преступник всегда возвращается на место преступления» или «убийца активно помогает следствию лишь для того, чтобы в диалоге Кутибы и Эшвейла изящно опровергнуть эту теорию». Но при всем этом через того же Эшвейла нам оставили ниточку, он все еще немного ее подозревает. Что же касается маски лисицы в играх Фонтаны, на трансляции разработчиков официально подтвердили, она принадлежит именно Эванессе. Девушка занимает уникальную позицию, является одновременно и арбитром, и полноценным участником игр. На самом деле Эванесса – искательница эликсира, последовательница одной из фракций Пути Изобилия. И раз уж заговорили о масках и правилах, стоит отдельно упомянуть Серебряного Волка, которая в финале версии 4.1 буквально взломала систему рейтингов и шутливо заблокировала маску первопроходца. От самой же хакерши версии 4.2 мы ждем глубокого раскрытия предыстории. Стрим официально раскрыл важнейший лор-дроп. Волк является эманатором радости. Это первый случай в истории, когда подобная сущность напрямую вступает в игры Фонтаны. Ее легендарный эфирный картридж, полученный от Элио в счет старого долга, не просто носитель информации, а источник силы и воплощение вершины радости. Нам рассказали детали о родине Волка. На Панклорде люди рождаются с картриджами, чей потенциал предопределен. Но Волк, будучи сиротой, получила пустую болванку, что позволило ей прокачиваться без лимитов. Более того, выяснилось, что еще в детстве она познакомилась с самим Ахой и постоянно соревновалась с Эоном в разных играх. Статус эманатора, картридж, дает ей доступ к так называемому уровню 999, но использовать эту силу постоянно нельзя. В условиях двумерней такой чит-код станет решающим фактором. Ожидаем более подробного раскрытия истории Волка и в новом сюжете, и новых трейлерах. Что касается союза Серебряного Волка и Жемчуг, он уже принес плоды. Девушки, похоже, раскрыли тайну предсказания Яо Гуан о катастрофе на двумерней. Разработчики на стриме прямо упомянули Асата, подтверждая, что именно лорд-опустошитель стоит за спиной Желаны. Напоследок поразмышляем о темной лошадке текущего сюжета – Нигилюксе. Кто она вообще такая? Сейчас в сети гуляет множество теорий, выбирайте любую на вкус. Первая гласит, что Нигилюкса – это сам Аха, поскольку девушка обожает экспресс, пишет фанфики об эонах и знает подозрительно много. Об Адливуне, история Ахерон и так далее. По второй версии, Нигилюкса – это Асат-Промат под прикрытием, на что намекают сходство в их дизайне. Третья догадка – Нигилюкса – это маска, сброшенная Ахой и обретшая самосознание. Это отсылает к фразе Искорки из сюжета версии 4.0 о том, что, возможно, все вокруг всего лишь маски. Из-за этого высказывания сообщество выстроило уже огромное количество теорий. Еще одна версия – Нигилюкса буквально из нашего мира, своего рода слом четвертой стены. Проще говоря, она может быть неким аватаром автора внутри самой игры. Согласно запискам и внутриигровым теориям о ее происхождении, она прибыла из реальности, где нет ионов и мнимой внутренней энергии, а мир Старрейла и вовсе был создан там, откуда она родом. Мнимая внутренняя энергия – это, если что, научное название энергии Ханкая из Ханкай Импакта, который уже 10 лет от роду. Недавно подтвердилось, что путь разрушения включает в себя и энергию Ханкая. Впрочем, это было понятно и так, ведь разрушение воплощает энтропию, а энергия Ханкая как раз является одной из деструктивных сил и естественным феноменом – проявлением энтропии в ряде миров.
Но мы немного отвлеклись. От идеи со словом четвертой стены можно перейти к версии, что Нигилюкса – эманатор радости. В рамках этого пути мы постоянно видим метакомментарии, так что статус эманатора объяснил бы ее запредельные знания. И последняя версия. Нигилюкса и есть творец Вселенной. Эта идея базируется на ее имени и анонсе. Имя Нигилюкса происходит от сочетания небытия и света. А в сюжете Пиноконии Ахерон говорила, что именно за небытием скрывается настоящий источник света. О Творце Вселенной, о котором предположительно говорил Ликург в сюжете Амфареуса и природу которого пытается осознать Скрюлум, есть отдельный ролик на канале, обязательно гляньте. А вот как же все окажется на деле, увидим в будущем. Итак, что же ждет нас в следующем патче? Ожидаем решающий замес с Желаной и ее культом, пробуждение Ораборос или Левиафана под двумерней. Кроме того, мы увидим, как проявит себя Серебряный Волк, главный персонаж третьей годовщины игры. Но самое громкое событие третьей годовщины – это коллаборация со студией Mappa и анонс полноценного аниме по Star Rail. В трейлере нам впервые показали человеческую форму Элио, лидера охотников за Стелларонами. В его глазах отображаются имена всех эонов Вселенной. Также в ролике засветился архив пустоты, персонаж из Ханка Импакта, о котором давно не было ничего слышно. И мы также увидели первую встречу Кафки и Элио. Судя по всему, аниме прольет свет на многие скрытые страницы истории и лора. Обязательно посмотрите прошлый ролик по подсказке на экране. Поддержать выход новых видео можно донатом или подпиской на Бусти. Спасибо за просмотр.